Это начало серии видеоуроков по аддону InnoTools версии 1.6 для GTA San Andreas. Аддон поддерживает версии Blender от 4.2 по 5.1. Давайте начнем. Здесь у нас находится ID для модели, дистанция прорисовки модели и дистанция прорисовки лодов. Далее у нас находятся флаги, которые мы можем применять к моделям. Они все подписаны, но для более подробной информации вам лучше ознакомиться с официальной либо неофициальной документацией. Здесь у нас интерьер, 0 это улица, либо экстерьер. От 1 и далее интерьеры, в которые вы телепортируетесь по маркеру. Лот мы оставляем как есть. Это означает, что лот на нашей модели отсутствует. Остальное я расскажу немного подробнее, когда мы перейдем к EPL. IDE файл, который хранит в себе ID модели, название текстурного архива, дистанцию прорисовки и флаг. Здесь у нас показывается количество записей в IDE файле. Одна строка, скорее всего, это модель, которая не имеет лода. Давайте откроем эти файлы, глянем, что у нас там есть. IDE, EPL, как и говорил, у нас там одна модель без лода. Добавить добавляет выделенные модели, удалить удаляет выделенные модели в сцене из IDE файла. А здесь в правой панели мы указываем, откуда брать EPL, IDE и AMG архив. И перед тем, как добавить наши модели IDE в EPL файлы и экспортировать в AMG архив, нам нужно добавить ID. Для этого мы обращаемся к менеджеру ID, создаем файл, в котором заранее будут прописаны все возможные ID GTA, и они будут свободны. Но также мы можем подгрузить и занятый ID, указав папку игры. Далее мы выделяем модели, нажимаем «Назначить ID», и у нас первые свободные ID будут назначены. Отлично, мы назначили ID, выделяем и добавляем наши модели в IDE файл. И как вы можете видеть, все модели добавляются парно. Сначала идет основная, потом лот, основная, лот. Название модели, название текстурного архива, ID модели, флаг и дальность прорисовки. Можем удалить, добавить, удалить. И теперь давайте посмотрим, как работает импорт. Удалим ID с моделей, импортируем IDE файл, и он подгрузит все ID, которые в нем есть, по именам в сцену. Экспорт экспортирует уже просто новый IDE файл. Так далее у нас EPL, выделяем модели, переместим куда-нибудь сюда и добавим уже в сам EPL файл. Как вы видите, EPL хранит в себе координаты и те индексы, о которых я говорил ранее. Индекс в EPL очень важен. Я сейчас кратко и, надеюсь, понятно объясню. Как вы видите, есть индекс -1, 2, 4, 6. Тест-мап не имеет лот модели, значит -1. Ну и сама лот модель -1. На всех остальных у нас считается индекс 2, 4, 6, начиная от инстанса. Инстанс у нас нулевая строка. Если у вас не будет правильно выставлен индекс, у вас будет просто крашить игру. Теперь давайте разберем удаление строк с помощью аддона. Он как раз таки позволяет удалять модели из середины файла, тем самым пересчитывая самостоятельно все индексы, которые идут ниже. Теперь по поводу импорта EPL. Он берет все координаты и применяет их ко всем моделям, которые прописаны внутри файла в сцене. Если во время импорта у нас нет модели в сцене, которая прописана в EPL, она будет создаваться как пустышка. После мы можем просто подгрузить эту модель, выделить все пустышки и нажать «Заменить». И те модели, которые у нас уже есть в сцене, они будут заменены. Теперь немного о секциях EPL. Их очень много, я расскажу про некоторые. Это, допустим, маркеры, входы-выходы, либо гаражи. Также есть боксы, в которые ты заходишь, и у тебя появляется название района. Теперь AMG архив. Здесь мы выбираем, что экспортировать. Экспортировать ли текстурный архив и пропускать ли лоды при импорте. Также в аддон была добавлена файловая система AMG, которая показывает все файлы. При удалении, экспорте и импорте у вас постоянно обновляется этот список для удобства.
Теперь давайте экспортируем все наши модели и посмотрим, как это будет выглядеть в игре. Также хочу немного рассказать про порядок экспорта. В AMG архив у нас экспортируется модели тоже попарно. Сначала идет лот, потом все остальное. Это для того, чтобы вы могли легко в большом количестве своих моделей находить нужную вам. Ну что, пришло время посмотреть нашу модель, как она экспортировалась, игра не крашит. Как видим, вроде все в порядке. Импорт AMG импортирует на основе EPL и IDE, которые мы указывали, подгружая ID и координаты, также текстуры. Также создается для коллизии лодов и основных моделей свои коллекции. Теперь давайте перейдем к последней части этого видео. Это у нас импорт карт. Здесь находится тип лод, что пропускает лоды. Далее у нас идет извлечь ресурсы, что извлекает все ресурсы из игры. Это из текстурных архивов текстуры, это у нас модели, это у нас коллизии и так далее. Также очень важно, чтобы у вас уже была сохранена заранее сцена, для того, чтобы при извлечении ресурсов все ваши ресурсы экспортировались рядом с вашей сценой в папку кэша. После того, как мы подождали, пока у нас извлекутся ресурсы, мы нажимаем «Собрать карту». Карта собирается тоже какое-то время, мы ждем, и у нас в кэше появляется наша собранная карта, либо район, который мы выбрали. Далее мы нажимаем «Импорт карты», выбираем либо район, либо карту, которую мы собрали только что. И тоже нужно подождать, пока она загрузится в саму сцену. Также раньше у меня был прогресс-бар на тех этапах импорта карты, для того, чтобы отслеживать сам прогресс. Я думаю, я это починю в ближайших обновлениях. Прошло что-то около 2 минут. Учитывая импорт карты, собрать карту, извлечь ресурсы, на все занимает минут 5 либо 10. Все зависит от того, какие у вас характеристики компьютера. Также желательно выставить такой же рендер, те же настройки, для того, чтобы у вас рендер был немного плавнее из-за количества моделей и текстур в сцене. Все наши модели были перемещены по коллекциям. Эти коллекции не так хорошо настроены, как я хотел бы, но пока что как есть. У нас есть отдельные коллекции с копиями и отдельные коллекции с оригиналами. Можно скрыть лоды для того, чтобы не мешали. Теперь давайте попробуем скрыть все наши дубликаты, которые есть в сцене. И давайте я покажу вам про кнопку, которая называется Box, которая скрывает все модели в сцене, упрощает их максимально, делая из них просто обычные примитивы. Но также при выделении одной модели у нас модели появляются в радиусе где-то 300 метров от выделенной модели во все стороны. Также я не решил проблему с оптимизацией, так как при перемещении модели и ее редактирования у вас немножко будет подтормаживать сцена из-за большого количества моделей. Также у нас все модели имеют свой ID, конечно, дистанцию прорисовки моделей и дистанцию прорисовки лодов. Ну и также флаги, которые мне нужно будет в дальнейшем немного подчинить, так как не отображаются галочки, какие флаги стоят. Также, если у вас есть предложения по улучшению, если у вас какие-то ошибки в аддоне, недоработки, пишите в Дискорде либо на GitHub.